Друзья, всем привет! Сегодня я отправляюсь на прогулку в лес. Я решила посмотреть, что там есть из грибов, тем более, что на разведку грибную я уже ездила. Вы видели в моем телеграм-канале, я размещала фотографии, где собрала приличное количество грибов. И меня не покидала мысль, я терпела до выходных, скорее бы следующие выходные, скорее бы хорошая погода, когда можно будет снова отправиться в лес. И в этот раз я снова собралась ехать в тот самый лес, в котором я была летом, когда ездила на разведку. Там тогда я нашла пару подберезовиков, землянику и думала, что когда-то, когда будет осень уже, я приеду сюда, чтобы была возможность у меня, не торопясь, пособирать грибов. Да и прошлый случайный удачный улов мне не давал покоя. Я сидела постоянно и думала о том, что где-то рядом в лесу растут грибы без меня, как так, хочется поехать собрать. Даже несмотря на то, что я уже успела заморозить немножко на зиму и поесть грибов с картошечкой, но все-таки душа зовет в лес, и сегодня я отправляюсь туда. Сегодня еду за грибами. Вот, на улице достаточно хорошая погода выдалась. Вот из осины хочу показать, опадают листья. И уже пахнет, знаете, так осенью прям. Слегка опавшей листвой пахнет. Вот, решила сегодня выкроить время, денек на покатушку, потому что давно я не каталась. Вот, что-то прям так захотелось. И тут погода как раз хорошая, сегодня будет, дождей нету вроде бы как. И я решила сегодня съездить за грибами. Но еду я сегодня за грибами не совсем туда, где они есть. Вот, слушайте, меня вот Вася провожает, смотрите. Васечек, Васечка. Вася, ты меня провожаешь? Вася, Васишка. Вася меня провожает. Ах ты мой котик. Ну, ты со мной грибы поедешь собирать или просто попрощаешься? Я скоро приеду, Васек. Я скоро приеду. Да, Васюнечка. Я скоро приеду, не переживай. Я ненадолго. Я вечером дома буду. Смотри за девочками, ладно? Смотри за девочками. Мурчит, мурчит. Сегодня ночевал первую ночь дома. Да, Вася ночевал первую ночь дома. Дома было тепло, натоплено, да? А ночи уже холодные, плюс 13, плюс 12 всего лишь по ночам. Скажи, это не лето, да, Васек? Балдежник-то. Ты мой котик. Ты мой котик. Вот. Ой, ой, ты мой хороший. Пришел весь в репьях, я его вчера очищала. Васенька, как мурчит. Ну, я пойду, Вась, за девочками смотри, ладно? Да, посмотри за девочками, ладно, хорошо. Я сегодня я скоро вернусь. Васюша, я скоро вернусь, Васек. Короче, еду я сегодня не совсем обычное место. Тут на выходных у меня совсем не было времени, вот прошлые выходные. Я так решила заехать в магазин, который у нас через дорогу находится. Думаю, дай-ка загляну в лесочек крайний тут, который у нас недалеко. Просто посмотрю, есть там что, нет из грибов. Заглянула и набрала полный пакет подберезовиков. Ну, вы видели, да? Нет, вы посмотрите, он за мной идет. Вася. Вася, ты со мной грибы будешь собирать? Провожает меня, представляете? Васечка. Да я скоро вернусь, Вася. Вот так вот, он все время за мной везде ходит, охраняет меня. В общем, заглянула я в этот лесочек, набрала целый пакет подберезовиков. Немножко заморозила, немножко пожарила. Вот.
И смотрю, там вот пока я собирала, столько машин ездят в сторону леса. Я понимаю, что грибов сейчас очень много. Вот, а мне захотелось разведать совершенно противоположный лес на предмет грибов. Хоть там, говорят, ничего и нет, но я летом там была. Вы, наверное, видели мою покатушку крайнюю. Вот, летом там была земляника и несколько подберезовиков я нашла. Вы посмотрите, он до сих пор со мной идет. Вась, я скоро приду, Васюшечка. Васенька, ну зачем? Вася, ну что ты? Что ты за меня переживаешь? Ну, короче, решила я развеять противоположный лес, там, где была летом. Даже летом там были грибы. Ну как были? Пару подберезовиков-то я нашла. Это была жара в июле месяце, по-моему, или в конце июня. И мне вот этот лес все не дает никак покоя. Я вот себе в голове отложила, что я осенью вернусь сюда что-нибудь пособирать. В общем, я еду в этот лес. Он смешанный. Чем он мне нравится? То, что он достаточно взрослый, зрелый лес. Он смешанный. Там есть хвойные деревья, березки. И есть вероятность, что там есть также белые грибы. И он взрослый. А вот на той стороне, где я собирала, там достаточно такая низкая поросль из деревьев. Ну, очень густая. Мне, кстати, там что-то лес вообще не нравится. И к тому же на той стороне водятся кабаны. С кабанами бы не хотелось встречаться. Они по осени очень активные. Вот, а сейчас дело к осени как раз. Вот Васек вроде бы меня покинул. Проводил меня недалеко и пошел, наверное, домой. Слава богу. А то я думала, он за мной будет бежать всю дорогу. Я сейчас гору поднимаюсь, поэтому иду пешком. Сейчас вот здесь чуть-чуть осталось, и будет уже велосипед катиться под горку. Я сяду и поеду уже. Так что вот, друзья, не знаю, получится ли у меня найти грибы или не получится. Посмотрим. Ну, по крайней мере, я прогуляюсь, наберусь впечатлений, запишу для вас вот это видео. Вот. Ой, смотрите, как там красиво облака. Вот. Здорово, да? Свет как от облаков идет. Как будто дождь. В общем, едем. Едем в путешествие очередное. Я, кстати, за все лето, наверное, максимум 4 раза на велике куда-то на дальнее расстояние ездила. Если вы посмотрите мои предыдущие видео, то увидите, что там всего лишь 3 или 4 велопокатушки, я уже сейчас не помню. Это будет или 4-я, или 5-я. Вот, так что я не так часто катаюсь, конечно. На дальнее расстояние, я имею в виду. А если по делам, по деревне, я так практически каждый день на велике. То мусор выкинуть, то в магазин, то еще чего-то. Вот. Ну вот я вышла на поле, где можно уже ехать. Фух. Сажусь и еду. В общем, еду не по совсем обычной дороге. Вот. Решила проехать не вдоль реки, где высокая трава. Сейчас очень сыро. И вроде бы и утро уже 9 утра, но все равно трава сырая, роса большая. В общем, я решила в объезд проехать. Вот видите, здесь более-менее такая грунтовая дорога и поле рядом. Поэтому здесь очень комфортно ехать. В общем, я еду вон в тот березовый лесок. Ну, как это называется? Лесопосадка. Посмотрим, что там. Вот, и потом поеду дальше. Здесь вдоль дороги растут вот такие вот пушистики. Прям хочется насобирать их и подушку именно обить или еще что-то. Прям такие классные. Я не знаю, что это за растение, но смотрится очень красиво. Вот. Так, друзья, доехала я до крутого подъема. Здесь буду идти пешком, потому что сейчас очень будет крутой, очень долгий подъем. Здесь даже на машине, мне кажется, тяжело ехать. Не то, что на велосипеде. Вот. И пока я иду, немножко поболтаю. Вчера в моем телеграм-канале был прямой эфир, где мы разбирали тему о свободе быть собой. Вот. Я там отвечала на ваши вопросы. Кому интересно было, да, кто был на прямом эфире. И там мы как раз затронули тему о способности быть счастливым. Потому что быть самим собой, быть свободным в этом, да, без оглядки на мнение других людей, это как раз-таки ключ к счастью.
вне зависимости от того, находитесь ли вы в уединении, либо с вами близкие люди. Так вот, если вы рядом с близким человеком не чувствуете себя, ну, как бы самим собой, да, где вам приходится где-то ужиматься, где-то ограничивать себя в чем-то, вот, то это копится недовольство, раздражение, да, на близких людей. Все это выливается в ссоры, в скандалы и так далее. Вот, я немножко буду запыхавшись говорить, потому что здесь очень крутой подъем. Я не знаю, видно ли это на видео, но видите, я уже сколько прошла. Я просто задыхаюсь от такого подъема. Так вот, даже если вы находитесь рядом с близким человеком и чувствуете себя каким-то ущемленным, ограниченным, копится раздражение, все это выливается в ссоры. И нужно научиться быть самим собой, находясь рядом с близким человеком и при этом не ущемляя себя, скажем так. И тогда вы будете счастливы сами по себе, да, безотносительно другого человека. Вы не будете перекладывать ответственности за свое счастье на другого человека. И, конечно же, от этого отношения будут становиться только все лучше и лучше. Так вот, как оставаться самим собой, при этом находясь в паре, да? Потому что по-любому, когда человек находится в паре, нужно идти на какие-то компромиссы, нужно где-то уступать, говорят многие психологи, да? Вот. Я считаю, что это не совсем верный подход, потому что когда мы делаем очень много уступок, можно и не заметить, как к вам кто-то сел на шею, извините меня, да? Потому что, с одной стороны, вроде вы стараетесь, а там, с другой стороны, человек привыкает к такому вашему поведению и просто забывает про ваши интересы, про ваши потребности. Так вот, как быть счастливым, находясь рядом с близким человеком, вот это большое искусство. Вот, друзья, мы эту тему обсуждали в Телеграме вчера 2 часа. Я делала расклады своим подписчикам на метафорических таро. Вот, мы говорили про психологию поведения, да, своего собственного поведения, да, и нашли ответ на этот вопрос. Кто обратился ко мне, да, кто присутствовал на прямом эфире. Если вы не успели попасть на этот прямой эфир, у меня есть запись этого прямого эфира. Запись находится в закрытом телеграм-канале, и она платная, с платным доступом. На этот телеграм-канал с записями моих прямых эфиров можно будет подписаться на месяц. И там вы можете слушать записи всех моих эфиров, которые будут проходить за этот месяц. Вот это я хотела рассказать об обновлениях, которые у меня сейчас происходят. Смотрите, сколько я уже прошла. Вау, уже высота какая. В общем, вы, наверное, помните, одну из моих покатушек я уже сюда ездила. Остановилась отдохнуть вот в этом березовом перелеске. Немножко тут решила прогуляться, глянуть, есть ли что-то тут из грибов. И смотрите, каких красавцев я нашла. Вот. Глядите. Вот, пожалуйста. Знаете, мухоморы хоть и ядовитые, но очень красивые. Смотрите, любуйте. Любоваться, не перелюбоваться. Здесь, кстати, тоже много очень груздей. Но я не люблю грузди, если честно. Не люблю так сильно соленые грибы. Я люблю... Знаете, я люблю такие благородные, типа подберезовиков, белых, боровиков. Я люблю собирать. Те, которые можно пожарить, заморозить, потом зимой сварить из них супчик. Здесь также очень много коры березовой на растопку печи. Но у меня в этом году достаточно ее на зиму, на баню и на русскую печь хватит. Знаете, этот лес, мне кажется, такой проходной. Здесь постоянно бывают люди, поэтому грибов я особо много здесь не найду, хотя вот один есть подберезовичек я нашла. Вот еще подберезовичек я нашла. Короче, 3 подберезовика уже у меня есть. Слушайте, вот 4-й я еще нашла. Даже в этом проходном лесу есть много подберезовиков. Так, пойду вернусь за великом, пожалуй. А то у меня уже в руку не помещаются. И нужно взять ножик. Я взяла нож в этот раз с собой. Короче, вот такой вот ножик я взяла для срезания грибов. Так, фокус-то где? Вот. Он в таком вот чехольчике моего любимого цвета. Сейчас я его сниму и покажу, как он выглядит внутри. Вот такой вот красивый нож, друзья. На кухне я им практически не пользуюсь.
так вот время от времени что-то там подковырнуть. Он продавался в фикс-прайсе. Мне понравился цвет ручки и украшение на торце ножа. Вот, поэтому я его взяла. Но для грибов сгодится. В общем, вот я их очистила. Ножки им почистила, чтобы они не были грязными в этом пакете. Не совсем нравится мне этот лесок, перелесок точнее. Вот, я поеду в более такой дикий лес сейчас и буду искать грибы там. Немножко заехала в гору. Хочу показать вам, как выглядит мое село со стороны. Вот здесь прям такой вид открывается. Там видно вышки для сотовой связи. Сейчас поближе приближу. Вот они. В общем, вот моя дорога идет через поле, и меня там впереди ждет смешанный лес. Березки, сосны, ели, пихты. Посмотрим, что там по грибам в этом лесу. Так, друзья, заезжаю в свой самый любимый лесочек. Он смешанный, но там вот немножко березок, осинок есть и очень много хвойных. В прошлом видео я вам показывала этот лес. В прошлое видео по катушке. Сейчас зайдем, посмотрим, что там сегодня. Вот, захожу я в этот лесок. И сейчас мы с вами здесь будем грибы смотреть. Хотя я вот уже вижу один. Но это, скорее всего, поганка. Сейчас поставлю где-нибудь здесь велосипед, припаркую. И мы с вами посмотрим. Боже. Это вот как думаете, что за гриб? А, это поганка. Хотя похож на подберезовик. Ну ладно, будем искать дальше. Ой. Велосипед у меня такой тяжелый, блин. Что капец. Сейчас пройдемся здесь. Посмотрим, что здесь. Под ногами такая мягкая почва. Она вся вот в иголках. И как идешь, как будто по перине. Знаете, так нога проваливается. Интересно, тут грибы-то есть вообще? Кроме поганок. Хоть какие-нибудь съедобные. Смотрите, яблонька накидала на пол яблочек. Дикая. Мне кажется, они кислые. На ветках еще висят. Слушайте, если здесь растут яблони, значит, здесь когда-то жили люди, да? Хотя не обязательно. Интересно. Идем дальше. Так. Слушайте, там какая-то машина едет по полю. Я прям слышу. Наверное, сейчас здесь поедет. Да. Там какая-то машина. Дяденька стоит прям в кузове. Наверное, тоже за грибами собрались. В общем-то, здесь есть грибочки, но они, видите, какие. Это поганочки. Хотя с виду очень красивые, но это несъедобные грибы, друзья. Хотя, мне кажется, это маслята. Да, это, наверное, масленок. Слушайте, но маслята я боюсь собирать почему-то. Я в них сомневаюсь. Как думаете, маслята вообще можно на жареху использовать? По-моему, у меня дедушка с бабушкой их жарили тоже. Может взять немножко. Боже, какой там красивый вид. Обалдеть, да? Обалдеть. Безумно здесь красиво. И, короче, в этом лесочке много маслят, я так поняла. Потому что у меня под ногами еще парочку. Вон. Очень красиво здесь. Ну-ка. Вот это тоже, наверное, масленок. Он уже старенький, с червяками. Его брать не хочется. Знаете, очень сырая почва здесь, очень влажно. И такая вот кислая почва. Ну, в том смысле, что очень много хвои под ногами. И маслята, конечно, растут, но взять, наверное, вроде они хорошенькие, да? Я думаю, что можно взять. Вот такие вот. Вот это, наверное,
старенький какой-нибудь масленок. Нет, это вообще другой гриб. Вот 3 штучки я возьму. Они вроде не червивые. И, наверное, их можно будет пожарить. Вроде хорошие, да? Берем, берем. Посмотрим, что еще здесь есть. Ну, такой лес для маслят, можно сказать. Масленочный лес. Молоденькие вроде бы как можно взять, а старые они уже все червивые, прогнившие, потому что сыра очень много дождей было. Ой, сейчас фоткаю, такая красивая картинка. Слушайте, нашла еще одну яблоню. Вот здесь вот валяется много яблочек. С нее очень, даже вполне очень вкусные яблоки, такие кисло-сладкие, ароматные. Их возьму с собой на перекус. Вот оно вот так вот выглядит. Совсем маленькое деревце, но яблочки с нее очень вкусные. Я слышу, что опять где-то машина гремит, которая приезжала. Вижу, вон на той стороне стоит мужчина. Не знаю, отсюда будет видно или нет. Сейчас попробую увеличить, показать. Так, вон он. Вон там кто-то ходит. Я такой следопыт. Тоже, наверное, люди приехали с грибами, ищут грибы. Брожу тут по лесу, нашла настоящий лесной муравейник. Смотрите, сейчас приближу поближе. Здесь очень крупные муравьи ползают. Вот они. Лесные муравьишки. Не буду их тревожить. Просто полюбовалась немножко лесным муравейником. Ну, вот здесь вот хожу, брожу. Здесь лес в основном такой, знаете, хвойный. Вот сейчас покажу. Вот. И здесь очень много маслят. Очень много маслят. В основном все старые, червивые. Ну, в хвойном лесу вот только маслята растут. А в березовом подберезовики. А мне хочется найти смешанный лес, где есть и подберезовики, и боровики, и белые. Вот, продолжаю искать такой лес. А еще сейчас вам кое-что покажу. Здесь я, значит, велик бросила на стоянку. Вот нашла немножко маслят еще. Вот здесь вот яблонька стоит. И с нее падают такие, знаете, маленькие красненькие яблочки. И под ней этими яблоками просто все усыпано. Вот хочу показать. Вот, смотрите. Просто все в этих яблоках. Сейчас я хочу попробовать, они вкусные или нет. Сейчас попробуем, как они на вкус. Знаете, такие немножко терпкие, и при этом кисло-сладкие. Ну, дичина. Дички выглядят очень красиво. Маленькие такие, видите, и полностью красные. В принципе, можно так 1-2 в охоточку съесть. Компот из них сварить. Ну, их я собирать не буду. У меня и на участке есть. Так, доехала до знакомой дорожки, которая идет вдоль пихтового леса. Вот там поле, позади меня лес, в котором маслята, вон с той стороны. И еду вперед, там должен быть смешанный лес. Это как раз тот лес, где я летом собирала землянику и нашла там пару подберезовиков. Вот. Сейчас, вот, наверное, еще пройдусь вот по этому лесу. Ну, как лесу, это лесопосадка. Посмотрю, что там. Любопытно, друзья, очень любопытно. Вы знаете, здесь та же самая картина, как в любом хвойном лесу. Здесь растут старые маслята. Они уже, видите, все старые, червивые. Их я брать точно не буду. Ой, руки после них такие липкие. Но мох очень красивый. Мне нравится, как выглядит мох. Очень люблю его щупать. Такой мягенький. Вот. В общем-то, здесь такие маленькие пихточки. Очень красиво. Вот еще какие-то маслятки здесь. Вот эти, наверное, молоденькие, красивые. Нет, это поганки, друзья. Смотрите, на них есть ободочек.
Нужно осторожно с такими. Это поганочки. Так, а вот это что за гриб? Он уже гнилой. Это гнилой масленок старый. И вот это тоже гнилой масленок старый. Ну, короче, их я брать не буду. Точно. Будем искать подберезовики. Грузди мы тоже не берем. Грибы красивые, но я такие кушать не люблю. Выбираю только самые вкусные. Эх, посмотрите, как пихта закрутилась. Чуть не такой, ничего себе. Смотрите, как она вокруг своей оси повернулась и растет вверх. Интересно, почему она так? Такое впечатление, что ее сломала, но она не сломалась, она все равно растет вверх. Может, гроза ударила, когда. Странно она выглядит немножко. Такой ствол интересный. Вот так, друзья. Здесь, кстати, очень вкусно пахнет. Хвоя. Хвоя такое, ощущение хвоя. И сосновые шишки под ногами. Пихта, сосна. Очень вкусный запах. Помните, как пахнет сосна? Вспоминайте. Через видео я это передать, к сожалению, не могу. Но очень вкусно. Вкуснота. А вот это вот пихта уже. Видите, у нее иголочки такие мягкие-мягкие. И шишки у нее совсем другие. Шишечки у нее вот такие. Эй, где фокус? Вот такие у нее шишки. Короче, здесь лес, сосна в смеси с пихтой. Такой странный лес. Никогда не видел, чтобы пихта росла рядом с сосной. Ну, вот так вот, друзья. И так он интересно шумит. Прям макушки шелестят. Вот там поле. Ну что ж, еду я дальше. Искать другой лес. Друзья, еду я, значит, вдоль этой дороги. Мимо вот этого пихтового леса. И хопа, здесь растет орешник. Я на такой скорости разогналась, и у меня глаз зацепился. Смотрите, за что. Думаю, нет, мимо этого проехать нельзя. Это настоящий лесной орешек. Сейчас сорву, посмотрю, что там внутри. Представляете, уже орешки созрели. О, как я люблю эти орехи. Здорово. Вот, я их очистила от кожурок. Вот так вот они выглядят. К сожалению, проверить не могу, что там внутри, но, похоже, они зрелые уже, потому что от зеленых листьев очищаются легко. Возьму их домой, раскалю молоточком дома, посмотрю. Сейчас буду собирать. Так, друзья, вот я наконец-то нахожусь в смешанном лесу. Здесь и ели, и березки, разные деревья, и сосны. Нашла старый подберезовик, старенький. Он вроде не червивый, наверное, его с собой возьму. Шляпка у него вполне еще сохранилась. Здесь я смотрю, подберезовики такие уже достаточно немолодые, скажем так. Уже переросшие. Ну ничего, поищу, похожу еще, поищу. Может, найду еще что-нибудь. Пойду к сумке, положу те, что нашла. Вот тоже подберезовик. Видите? Он уже весь промок, уже, видите, гнилой весь. Его брать не хочу, но он в высокой траве рос. Ну-ка, ну-ка, вон я там еще один вижу грибочек. Ну-ка, ну-ка. Вот, тоже подберезовичек. Подберезовичек же это, да. Только, опять же, видите, старенький. С плесенью даже. Ну-ка. Шляпка у него тоже вся червивая, брать не буду. А вон там молоденький рядом. Вот этот вот хорошенький. Нет, это масленок. Опять масленок. Это не подберезовик. Что ж, ладно. Грибочек, конечно, здесь не очень. Вот здесь прям вот целая стая груздей.
грузди я не собираю. Не люблю я засаливать грибы. Вообще не люблю соленые грибы. Лучше пожарить или заморозить на суп зимой сварить. Кажется, я еще один подберезовик нашла. Вот он. Сейчас вы меня будете ругать за то, что я грибы не срезаю, а срываю руками. Друзья, у меня всего 2 руки. Одной я держу камеру, а второй показываю, как рву грибы. Увы. Но мне кажется, он червивый тоже. Старенький такой. Сейчас посмотрим. Какая у него шляпка. Очень много здесь старых грибов, друзья. Что-то я немножко разочарована. Наверное, лес нужно искать пореже. А нож у меня с собой. Когда я не снимаю на камеру, я срезаю их ножом, так что не переживайте. Вот так вот. Ой, друзья, смотрите, что я нашла. Мне кажется, это очень хороший грибочек. Мне кажется, это самый чистый грибок. Подберезовик. Ой, смотрите, какой он красивый. С белой такой бежевой шляпкой. И, наверное, чистенький. Ну, по крайней мере, шляпка такая твердая. Я не буду его ломать, мне не хочется его ломать. Дома, когда буду чистить, обработаю. Вот этот грибок мне нравится. Вполне. Красивый. В общем, если поискать, то можно найти то, что я хочу. Вот. Вы только посмотрите, какого великана я нашла. О, это, по-моему, грусть. Вот моя ладонь. Это, по-моему, грусть. Грусть таскает. Вот моя ладонь, а вот гриб, смотрите. Вау. Да, мне кажется, это грусть. Нет, это, наверное, поганка все-таки. Такая шляпка огромная, да? Пахнет не очень, это поганка. И еще один подберезовик с необычной шляпкой. Смотрите, она какая волнистая. Но это подберезовик. Правда, старенький, тоже, наверное, червивый. Буду дома чистить грибы. Не буду здесь смотреть. Буду складывать дома, очищать их от всяких там червяков и так далее. И смотрите, какой здесь мох. Красивый мох. Обожаю мох. Вы только посмотрите, что за красавчик тут спрятался. Ой, какой красивый. Надо сфоткать. Сначала сфоткаю, потом сорву. Так, друзья, специально для вас расчехлила нож и срезаю этот подберезовик. Оба-на. Вы посмотрите, какой он хорошенький. Шляпка такая твердая и наверняка не червивый. Вот. Пойдет мне на жареху или заморожу его. Боже мой, как он пахнет. Вкуснота. Вот такой вот красавчик. Так что не одни старые грибы здесь. Есть и молоденькие. Сейчас еще поищем. Вот еще один подберезовичек. Только он старенький. Старенький дедушка уже практически. Но ножка у него, смотрите, какая чистая. И думаю, что и шляпка тоже. Вижу цель, не вижу препятствий. Вот еще один, по-моему. Но он уже гнилой. К сожалению, его несъедобный. Нашла березовый лес, значит, я. Вот с такими березками. Здесь уже более просторно. Здесь можно что-нибудь найти, я думаю. Сейчас попробуем здесь поискать. Лес красивый. Ну, такой смешанный. Кое-где есть сосенки молоденькие, кое-где березки. Здесь сейчас посмотрю, погуляю, смотрю грибочки. Друзья, я нашла какие-то очень странные, необычные грибы. Сейчас попробую к ним пробраться поближе. Они так смешно выглядят. Ну, как бы к ним пройти сейчас попробую. Боже мой, как же к ним пройти? Вот, смотрите. Смотрите, какой прикольный гриб. Такой классный. Вот так вот он выглядит. Вон там еще один. Вот здесь еще один малыш. И вон там еще один. Ну, я не знаю, что это за гриб. Но явно он не съедобный. Я не думаю, что он съедобный. Так вот он выглядит странно. Как бутылочка. Хочется посмотреть, что там внутри.
Он такой вот белый, он не полый, понимаете? Шляпка прям мягенькая, очень ярко выраженный запах грибов. Я не знаю, что это за гриб. Напишите, что это за гриб. Он такой... Я думала, он... Нет, он не полый, он прям с мякишем внутри. Ни разу еще таких грибов не видела. Интересно, что за грибы. Вот еще какие-то необычные. Вообще впервые такие вижу. Полностью белые. И там вон еще растут. Такие, знаете... Смотрите, какие они интересные. Вообще, да? Первый раз вижу такие грибы. Что это вообще? Что это за грибочки? Слушайте, друзья, сейчас загуглила. Оказывается, этот гриб называется дождевик шиповатый. И он съедобный. Прикиньте. Короче, я взяла отдельный пакет, чтобы пособирать эти грибы. Вот. Оказывается, они съедобные, друзья. Внутри они не полые. Вот так вот они выглядят. Сейчас пособираю их. В отдельный пакет положу. Пахнет вкусно. Вот, видите, они какие. Их тут целая поляна. Вон еще растет. В общем, приличный, наверное, пакет я насобираю. Мякоть у них такая, знаете, губчатая и ярко выраженный запах гриба. Очень вкусно пахнет. Попробую дома пожарить. Надеюсь, не отравлюсь. Ну, по крайней мере, Google говорит, что это дождевик шиповатый. Его можно кушать и жарить. Впервые такой гриб вижу. Из-за яркого вкусного такого запаха я его беру. А так бы я его не взяла. Я его вообще впервые вижу такие грибы. Интересно. Вот видите, сколько я их уже насобирала. Вот. Сейчас еще пособираю. Тут целая полянка. Вот. Еще нашла 2 дождевика. И вон там вижу подберезовички. Сейчас пробраться надо к ним. Ить. Вот. Красавчик подберезовик. Вот этот молоденький, похоже. Очень красивый гриб. Вот он. Хороший, молоденький. Шляпка упругая такая. В общем, возьму этот подберезовик и эти дождевики. Слушайте, у меня такой азарт. Я вроде уже насобирала 2 пакета. Но почему-то хочется еще посмотреть. О, да, друзья. Грибная охота — это такая охота. Друзья, похоже, я тут плутать буду до вечера. Смотрите, вот один. Смотрите, какой красивый. Совсем молоденький. Шляпка хорошая. Вон там их целая куча. Вот, я отсюда вижу уже просто. Вот, смотрите. Блин. Пойду за ножиком. Что делать? Нет, ну, смотрите. Это все подберезовики. Сейчас буду собирать. Вот так вот на одном месте покрутилась. И смотрите, уже практически целый пакет тяжелый. Вот. Такой улов, друзья. Друзья, смотрите, какой необычный подберезовик нашла. Вот такая вот ножка у него волной. И шляпка наверх. Это точно подберезовик, потому что, видите, ножка у него какая ребристая. Вот так вот. Такие необычные грибы здесь растут. А вот еще какой молоденький нашла, посмотрите. Просто красавчик, просто. Белая такая бежевая шляпка. Грузди тоже здесь есть, смотрите, вот красавчик какой. Это грусть, он на засолку, но его брать не буду. Я не люблю солить грибы. Я специалист по подберезовикам. Белых, к сожалению, не нашла, только подберезовичков побольше насобирала. Так, друзья, гуляю я уже по лесу часа 3, наверное. Вот целый озоновский пакет подберезовиков. Я не знаю, как это я повезу, он очень тяжелый. И пол пакета у меня этих дождевиков. Беленьких таких, которые я показывала. Вон они лежат, видите. Ой, мама дорогая, я еще взяла с собой тяжелый пауэрбанк. Еле тащу этот велик. Короче, сейчас буду упаковываться и ехать домой. Друзья, смотрите, что я еще нашла. Шиповник. Смотрите, какой он огромный. Я еще никогда такого не видела. Какой-то круглый и огромный просто. Сейчас тоже нарву. Вот такой улов сегодня. Красота. Смотрите. Ну его тут немного, но он очень крупный, как яблоки маленькие.
Все, значит, собрала я шиповник. И вот так вот нагружено. Один пакет, здесь у меня повербанк, штатив, шиповник. Второй пакет, здесь грибы-дождевики. И вся сумка забита подберезовиками и маслятами. И вот так вот еду, балансирую. Короче, до дома ехать, наверное, еще километров 15-20 где-то. Еду домой. Ну и вот, я почти дома. Чуть-чуть осталось. С горы вот сейчас спущусь. И я уже почти дома. В общем, когда я была уже дома, как вы понимаете, мне было уже не до съемок. Вот, но я немножко пофотографировала свой улов, отправила в Телеграм фотографии. Кстати, у меня в Телеграме очень много красивых фотографий. И на Яндекс.Дзене тоже заходите, смотрите. Можно ставить на рабочий стол, на заставку телефона. Вот, ну а на сегодня все. Всех благодарю за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.